Всем привет! Я нахожусь рядом с своим любимым университетом, но это не случайно, потому что сегодня я решила вписаться в такую авантюру и проехать Зеленое кольцо Москвы. Это такой вот веломаршрут по разным московским паркам. Конечно, не за один день. Вы помните, что я совсем недавно вообще начала ездить, кататься на велосипеде, но для меня это такой очень волнительный момент. Я все мечтаю принять участие в каком-нибудь веломарафоне, но мне страшно, потому что там большое количество людей, боюсь, что будет толпучка, и я просто упаду, и все, и больше не сяду на велосипед. Поэтому я решила начать с веломаршрута. 130 километров по Москве. Боюсь, что это точно будет не один день. Пожелайте мне удачи, буду вас держать в курсе. И весь свой веломаршрут, всю свою авантюру, весь этот челлендж я вам буду записывать и показывать. Так что держите за меня кулачки, болейте за меня. А если вдруг вы не помните, как я начала кататься на велосипеде, то посмотрите вот это вот видео. Итак, начинаем. Наш первый перевал. Так, вот человек уже совсем без ног. А это создание все познало в этом мире. Очень-очень жарко и очень-очень хорошо. А вообще, это зеленое кольцо, оно пролегает прям по очень-очень живописным местам. Я никогда не была в Мичуринском пруду, ни рядом с ним. Поэтому что-то такое вот интересное. Видимо, узнаю еще очень много интересных парков Москвы. Так что пока все хорошо. Ну, конечно, еще все хорошо, потому что велосипеды мы арендовали городские. Они электровелосипеды, поэтому не так сложно крутить педали. В общем, круто. День 2 нашего велопробега, веломаршрута по Зеленому кольцу Москвы. Мы стартовали. Сейчас мы находимся вот в этом месте. Называется Живописный мост. Погода, не сказать, что хорошая. Сегодня у нас 21 июня. Мы продолжаем веломаршрут. У нас был перерыв в 2 недели. И сегодня по плану мы должны доехать до ВДНХ, до ботанического сада. Если проедем больше, будет отлично. Ну, а я не случайно делюсь. Я хочу вам показать этот веломаршрут, показать некоторые интересные места по веломаршруту и показать вам, что даже человек, который совсем недавно научился чему-то, какому-то новому навыку, уже может осилить даже такие большие маршруты. Ну что, у нас небольшой привал. Ездим мы на вот обычных городских велобайках, электровелосипеды. Я уже один раз упала. Эти велобайки, они не очень маневренные.
поэтому мне не удалось очень быстро свернуть с тропинки. И, в общем, произошел эпик фейл. Мы чуть-чуть решили устроить пикник вот в таком красивейшем месте. И дальше поедем. План у нас сегодня прежний. Вообще проезжаем самые, мне кажется, красивые места, потому что в каких-то таких вот парках, которые находятся не в центре, о которых мало известно, мы не знаем, парки в каких-нибудь спальных районах. А они невероятно красивые, и мы прям очень радуемся, что выбрали такой маршрут, и что такой маршрут проложили. И да, очень много велосипедистов, которые тоже едут вместе с нами. Мы переходим к третьему дню нашего веломаршрута, велотура, велотрипа. Сегодня посмотрим, сколько мы сможем проехать. Сегодня пока еще очень-очень тепло, но обещают дождь. Вообще обещают какой-то дождь, ливень, грозу. Надеюсь, конечно, этого всего не будет. Но если будет, то, может быть, мы сделаем перерыв. Держу вас в курсе, как проходит мой велотрип по Зеленому кольцу. И напомню, что совсем-то несколько лет назад я только-только научилась ездить на велосипеде. А вот уже вся с синяками иду дальше, чтобы достичь своей цели. Не знаю, цель пока доехать именно до конца маршрута, не пропуская ни один участок. Пока у нас именно так получается. Мы за 2 дня проехали только где-то треть. Сегодня доехать бы до половины, но посмотрим, как все это пойдет. Возможно, нам понадобится еще 2-3 дня, чтобы завершить этот маршрут. Жалко, что лето не такое длинное. Так бы можно было тихо, спокойно, не торопясь, проезжать этот маршрут. Но лето, к сожалению, короткое. Сегодня у нас уже 11 июля. Поэтому надо не откладывать и успеть завершить до окончания лета. Так что пожелайте мне удачи. И очень надеюсь, что я сегодня не упаду. Едем непонятно где. Тащим велосипед чуть ли на себе. Вообще, вот такие вот дороги Зеленого кольца. А я напомню, что велосипед арендованный. Пипец какой тяжелый. И вот как это выглядит. В общем, весело. В общем, мы залезли в какие-то кушары. Едем. Уж извините, все шатается. Потому что одной рукой велосипед не удержать. Девочки где-то там. А это как бы красота Зеленого кольца. Обещанного дождя, грозы и ливня нам все еще не светит. Небо пока еще достаточно чистое. 2 hours later. А мы приехали на Лосиный остров. Вот он. Лосиный остров — это прям такой лес. И, в общем, едем мы дальше. Проехали парк Акведук. Теперь нужно проехать вот этот вот национальный парк Лосиный остров. Дальше нас будет ждать Измайловский парк. Интересно, докуда мы доедем сегодня. Мы продолжаем ехать. Доехали до Измайловского парка. Здесь вот так вот, смотрите, как красиво. Не попали. Ну, прям идеально.
Ну что, мы закончили третий день веломаршрута. Попали под сильнейший дождь. Все-таки ливень, гроза нас догнала. Мы проехали уже больше половины всего маршрута. Проехали его за 3 дня с остановками, с перерывами, на пикник, на поговорить, на пофотографироваться, снять видео. Ехали в таком свободном, спокойном темпе и думаем, что нам еще где-то 3 таких же дня, и мы доберемся до финиша, а именно до того, откуда мы стартовали. Так что еще 3 дня, еще будет продолжение этого видео. Оставайтесь, смотрите, и тем, кому интересно, пишите комментарии, ставьте реакции. Мне прям очень приятно делиться с вами таким вот челленджем, который появился у меня в этом году.